Всем привет, друзья! Очень частый вопрос, который люди задают, это в чем отличие таких методов, как КТ и МРТ, и какой из методов предпочтительнее в том или ином случае. Давайте попробуем разобраться, такую сводную табличку сделаем. Первое и основное отличие то, что КТ или компьютерная томография является методом рентгенологическим. То есть в основу этого метода положено пропускание рентгеновских лучей через ткань, и, соответственно, КТ дает облучение. МРТ же основан на явлении магнитного резонанса, и, соответственно, никакого рентгеновского облучения он не дает, поэтому МРТ в этом случае считается более безопасным методом. Второе отличие исходит из первого. Рентгеновские лучи проходят через тело, встречают сопротивление со стороны ткани. Соответственно, чем ткань более плотная, тем больше сопротивления они встречают. И поэтому, чем более плотная структура, тем лучше ее видно при компьютерной томографии. Магниторезонансная томография построена на явлении магнитного отклика от ядер атомов водорода, которого много в воде. Соответственно, чем более водянистая структура, чем более мягкая ткань, тем лучше ее видно на МРТ. Поэтому на КТ лучше видны более плотные структуры, такие как, например, костная ткань, а на МРТ мягкие ткани, как, например, тот же самый мозг. Поскольку МРТ основан на явлении магнитного резонанса, для своей работы аппарат создает достаточно мощное магнитное поле. Соответственно, этот метод противопоказан, если в организме присутствует металл. Это могут быть скобы после операции, это может быть кардиостимулятор, это могут быть импланты среднего уха, слуховые аппараты. То есть это все будет являться противопоказаниями для проведения МРТ. Поскольку КТ не создает никакого магнитного поля, то наличие металла в организме не является противопоказанием для проведения этого исследования. Отдельно хочу сказать о зубных имплантах. Зубные импланты, как правило, используются амагнетики, то есть они не являются противопоказанием для проведения МРТ, но в каждом конкретном случае лучше уточнять. Современные импланты не являются противопоказанием. Но зубные импланты – это металл, и при исследованиях головы, что при МРТ, что при КТ, они будут давать засвет, то есть очень много артефактов, которые могут мешать визуализировать структуры, которые мы хотим посмотреть. Большинство современных аппаратов МРТ представляют из себя, если можно так сказать, трубу, причем довольно тесную. Поэтому людям с клаустрофобией, особенно если она сильно выраженная, довольно сложно провести это исследование, подчас невозможно. В этом отношении компьютерный томограф является более открытой системой, и его гораздо более свободно можно провести людям с клаустрофобией. Есть аппараты МРТ открытого типа, которые в значительной степени облегчают проведение исследований людям, в том числе с клаустрофобией, вполне способны его выдержать. Однако качество снимков в аппаратах открытого типа уступает качеству в закрытого типа, по крайней мере пока. Раз уж мы заговорили о страхах, то вторым частым страхом, который бывает помимо клаустрофобии при проведении МРТ, это является шум. Да, аппарат МРТ довольно шумен в работе, то есть могут быть щелчки, треск, некоторым кажется, что он сейчас развалится прямо у них над головой. И этот страх порой тоже не дает провести это исследование. В этом отношении аппараты КТ являются практически бесшумными в сравнении с аппаратами МРТ. Время исследования одной и той же анатомической области на этих двух методах тоже может в значительной степени отличаться. Например, если мы исследуем головной мозг, то на КТ это может занять 5-10 минут, на МРТ это может потребовать 15-20 минут. Это только время проведения исследования, без учета описания. И, конечно, немаловажным является стоимость самого исследования, особенно если мы говорим об исследовании, которые люди некоторые проводят за свой счет. КТ-исследование более дешевое, чем МРТ. Подчас это может стать решающим критерием в выборе, какое исследование проводить. Вот примерно такая сводная табличка отличий этих методов у нас с вами получилась. Поэтому самое важное знать, с какой целью мы проводим исследование, то есть что мы ищем, потому что именно от этого будет зависеть конечный выбор метода. То есть, к примеру, даже при подозрении на инсульт, если пациента привозят в больницу, несмотря на то, что головной мозг лучше видит аппарат МРТ, будет проведено КТ-исследование в первую очередь, потому что оно более быстрое, человек может быть без сознания, человек может психомоторить, то есть он не может спокойно лежать долго. Мы не можем учесть анамнестические данные, мы не знаем, есть металл, нету, есть кардиостимуляторы и все такое прочее. Соответственно, мы тоже рискуем, если будем решать проводить МРТ. Третье и, наверное, самое важное, при подозрении на инсульт нам важно определиться, кровоизлияние это или нет, или это ишемический инсульт. А для этого вполне достаточно проведения КТ. Если же на КТ ничего нет, на КТ все чисто, очага не видно, тогда в дальнейшем может быть проведено МРТ для уточнения локализации очага и его размеров. Ну что ж, друзья, я надеюсь, что вам понравилось видео. Если это так, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал. Если есть вопросы, пожалуйста, пишите их в комментариях, всегда всем стараюсь ответить. Всего доброго, не болейте. Пока-пока.